Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я вчера вечером взяла раскраску Марии Тролли в час заката, ну и начала раскрашивать. Не на камеру, просто, не знаю, захотелось посидеть, что-нибудь для себя раскрасить. Как вы знаете, я, как правило, не люблю сразу весь разворот раскрашивать. Одну страничку я, допустим, в этом месяце, другую в следующем. Но вчера вот я сначала вот это раскрасила, потом желтым, потом зеленым, потом вот эти листочки. Поэтому, в принципе, получается, что и тут раскрашено. Но в любом случае заканчивать какую-то я буду в этом месяце только одну страничку, и следующую уже в январе. Скорее всего так. Хотя, если будет время, желание, то, может быть, это будет полностью весь разворот, потому что вот до этого момента у меня тут все раскрашено. После, конечно же, тоже много чего пораскрашено. Тут вот такой получился пробел. Карандаши пока что, ну, вот это вот полихромосы, и здесь вот у меня, как видите, ашановский карандаш, это у меня цвет оливковый, и вот два из Fix Price. Ну а дальше посмотрим, какие будут. Сегодня я еще пойду на Wildberries собирать заказ, поэтому, конечно же, покажу, что приобрела. Ну, на камеру здесь я, честно говоря, даже не знаю, пораскрашиваю или нет. Я сейчас, как видите, без штатива. Ну, это, думаю, понятно. Вот. Ну, наверное, пока кофе варится, можно что-нибудь так это начать пораскрашивать. Я здесь вообще раскрашиваю в один, максимум в два слоя. Очень по-простому, не так, как всегда. Но в целом мне результат нравится. Это практически, знаете, как я когда-то начинала раскрашивать. Причем я тогда еще... А я не помню, у меня, наверное, какие-то ашановские были карандаши, но не вот эти, а попроще. И я, допустим, что-нибудь раскрашивала, а потом брала Лира Рембрандт акварельный. И сверху, если были какие-то пробелы, я их сверху проходилась каким-то контрастным цветом, и получалось, в общем-то, очень даже хорошо. Вот. Но сейчас я, естественно, по-другому раскрашиваю. Время идет вперед. Но в этот раз вот мне захотелось именно по старинке раскрасить. То есть я намеренно где-то что-то пропускаю даже. И сверху другим карандашом. Хотя тогда я не всю поверхность закрашивала другим карандашом, а только там, где были пробелы. А здесь вот я прям сверху. Собралась на Wildberries, утеплилась. Я уже сходила, получила свой заказ. Сейчас покажу, что же я приобрела. А для начала еще покажу, что успела раскрасить здесь. Ну, пока кофе варился первый раз, потом я решила еще выпить чашечку кофе. Вообще, я думала, что я как только проснусь, получу сообщение от Wildberries, что заказ пришел, сразу же побегу забирать его. Но, не знаю, в общем, немножко по-другому вышло. Ну и ладно. Здесь я просто старалась, так как я понимаю, что я буду такими подходами раскрашивать, то я, когда выбирала какой-то элемент, я старалась сразу раскрасить. Тем более, что карандаши я сегодня беру разные. Вот, и чтобы раскрасить уже определенные элементы, и все. Но здесь у меня вот эти цветы, это вроде типа на пионы, что ли, похожие, я не знаю. Вот, остались. Ну и листочки. Тут я уже не перепутаю. Это у меня Derwent Color Soft, фиолетовый, розовый и белый. И Prismacolor черный. Вот. Поэтому тут я уже не перепутаю.
Я их сейчас убрала, а потом вернусь к раскрашиванию. Вот. Очень может быть, что я даже раскрашу все, весь полностью разворот. Вот. Ну и давайте приступим, покажу уже, что я заказала. Вот. Я долго думала, нужны ли мне вот такие карандаши, и все-таки я решила, что они мне необходимы. Потому что многие производители их выпускают, и пока я вот эти не увидела, я думала, что оно мне вообще не надо, так как у меня есть Берлинга пастельные 12 цветов, и в принципе мне их вполне хватает, так как есть еще брутфунеры квадратные, 120 штук, там, ну, в теории там тоже есть пастельные цвета, и вообще много карандашей, поэтому я как-то думала, что я их не хочу покупать. А вот когда эти брутфунеры увидела пастельные, я поняла, что вообще они мне нужны. И в первый момент, месяц назад, я их, ну, они там вообще 800 с чем-то рублей стоили, я их положила в корзину, думаю, все, закажу. Это было утром, но потом, мне надо было куда-то уйти, думаю, ладно, приду вечером, закажу, и до вечера я что-то обдумала и решила не покупать. И что-то вот, знаете, весь месяц то хочу, то не хочу, хочу, не хочу, вот. Но в итоге я поняла, что я все-таки их очень хочу, и решила сделать себе такой новогодний подарок и заранее, потому что если, знаете, кто смотрит видео внимательно и постоянно, может быть, помните, что в том году я очень хотела себе в икеевскую такую тарелку, минажницу, белую, прямоугольную. И в теории я ее могла купить в любой момент, как бы это не проблема. Тарелка стоила, по-моему, 500 с чем-то рублей. Ну, я тоже думала, ладно, куда она от меня денется, ближе к Новому году куплю, так будет вроде как и поприятнее. А в итоге, плюс у меня был такой, как сказать, виртуальный лист подарков, который я бы хотела получить. Я еще всем сказала, что я не хочу раскраски, ничего такого. И, в общем-то, добавила, знаете, от самых буквально копеечных вещей, там буквально, наверное, рублей за 50, вот, ну и так далее, всякие хотелки. Но в итоге мне надарили и раскрасок, и всего, чего мне было не надо. Ну да ладно. В общем, и когда я пошла уже сама себе покупать эту тарелку, ее не было. Несколько раз заходила в Икею, в Авиапарк, она даже там значилась, мне продавцы все вообще искали, я сама во все уголки заглядывала. Короче, не было этих тарелок. Ну а потом уже и Икея, как вы понимаете, закрылась. Поэтому я решила в этот раз не ждать. Ну, кстати, я надеюсь, что в этот раз мне все-таки не будут дарить раскраски. В принципе, наверное, я порадуюсь, если мне даже ничего не будут дарить, потому как, скажем так, я сама очень люблю делать подарки, вот, но я бы даже предпочла сделать подарок, чтобы мне в ответ даже не дарили, как бы, вот, а когда мне дарят, я вроде как тоже хочу обязательно в ответ что-то подарить, но когда ты понимаешь, что тебе подарили не то, что нужно, прям как-то это, меня начинает это, и дом наполняется чем-то не совсем нужным. Ладно, давайте открывать. Вот такая вот красота. Но, как и многих, меня больше всего интересовал не вот этот лоточек, а вот этот, потому что это просто здесь милота зашкаливает, особенно вот эта вот часть. Меня интересуют вот эти зеленые оттенки, особенно, наверное, может быть, вот этот или вот этот надо еще пробовать. Вот. Но я хочу потом еще одни брутфунеры купить, чуть позже. Хотя, опять же, можно сейчас, но я пока воздержусь. И вот эта часть, вот это меня интересует, хотя другие цвета тоже красивые, конечно, я им буду пользоваться. Выкраски, естественно, тут нету листочка. Я вчера уже распечатала, приготовила. Я специально сделала так бледно, потому что мне видно, как бы это самое важное. Так, я на пункте выдачи проверила, чтобы все в наличии было, да. Бывает же, что приходит
какого-нибудь одного карандаша не хватает или что-то поломанное. Так, ну здесь название указано и, как я понимаю, номер. Давайте-ка сверимся. А то, может быть, это единый номер для всей серии. А, нет, действительно, номера карандашей. Ну, вообще это здорово. И то, что номера, то есть названия по-английски, а не как на тех по-китайски, это вообще здорово. Так что я сейчас буду делать выкраску. Сначала посмотрю, как они тут. Вообще, возможно, я даже переложу их. Я посмотрю, какая у них нумерация, потому что вот приходили квадратные брутфунеры, они были совершенно по-другому разложены, но я их прям вот от одного, ну там в общем, по порядку я их разложила, мне так удобнее, потому что на выкраске тоже, знаете, когда смотришь, там 1, 2, 3, 4, и как бы удобнее в лоточках их искать. Как я их буду хранить? Ну, наверное, все-таки те в металлической коробке, эти вот в такой, я не знаю. Ну, пока, наверное, в этой. Может быть, я даже, чтобы она не пачкалась, ее в пленку заверну, в эту самоклеющуюся, возможно, может быть и нет. Но если лотки придут уже в негодность, что будет очень неудобно там пользоваться, в этом случае тогда, наверное, приобрету какой-нибудь пенал, ну или сошью его. Посмотрим. Сейчас я разложила карандаши. Вот первый лоточек. Вот так получилось. Ну и, соответственно, второй. Конечно, разложены они изначально были, ну, мне больше нравилось по цветам. Здесь кажется, что довольно пестро. Ну, по крайней мере, вот этот лоток. Но зато по порядку. Здесь вот 0,009. Хотя дальше у них довольно-таки большой разброс. И последний карандаш здесь 1532. Ну, по крайней мере, будет удобнее. Сейчас я сделаю также по порядку выкраску. И потом уже подпишу номера и названия. Вот. А насчет, как эта выкраска у меня будет где храниться, я думаю, что я ее, наверное, знаете, на обратную сторону прикреплю. Ну, и можно будет в пленку все это сделать, чтобы и будет удобно. Вытащила, вот так положила. Ну или в файл и туда убирать, но мне кажется, что это будет менее удобно. Ну что ж, приступим. Карандаши мягкие, ну, по крайней мере, первый сразу такой мягкий. Я читала, что жесткость у них, ну как, или мягкость разная. Сейчас это в процессе посмотрю. Но мне нравится, рука не устает. Я половинку квадратика делаю с небольшим нажимом и вторую совсем без нажима. Красивые цвета, мне пока вообще нравятся. И они, конечно, сами по себе очень красивые. Приятно такими карандашами раскрашивать. Ну, когда так все эстетично, очень здорово. Так, ну, действительно, я замечаю, что есть какие-то чуть-чуть пожестче. И дело не в нажиме, конечно же. Это просто, сломался один. И вы знаете, походу он как бы бракованный. Я проверяла все на пункте выдачи, но именно наличие, чтобы ничего не поломано было. Вот, но это я даже оценку снижать не буду, потому что это явно заводской брак. Потому что иначе они бы все были переломаны. А тут
И упаковано было хорошо. Коробка была в пакете, запечатана прям. Запечатана в такой пакет. Когда я сняла пакет, на коробке была наклейка новенькая, то есть явно никто эту коробку не открывал. Я ее так разрезала, эту наклеечку. Вот, так что и коробка нигде не была не помята, ничего такого, пакет без повреждений. Поэтому транспортировка, ой, какой вот этот цвет красивый, транспортировка была на должном уровне. Вот. Я как-то покупала дервенты, вы знаете, поштучно много набирала, и один раз, да, попался вот розовенький. Вот точно так же, когда все крошится. Так, ну, в общем, сделала я выкраску. Цвета мне очень нравятся, покупкой довольна. Особенно, конечно, нравится вот этот цвет, вот этот. Этот тоже очень красивый. Ну, начиная отсюда, вот все оттенки прям суперские. Вот этот интересный. Не, на самом деле здесь все цвета очень красивые, но вот, да, вот этот вот еще вот, очень нравится. Ну, серый это всегда хорошо, желтый тоже. Так что я сделала правильный выбор. То, что купила, все-таки именно такая палитра, просто, я считаю, мне необходима. Потом я за кадром, как и собиралась, подпишу номер, название обязательно. Ну и здесь, в общем, это уже сделаю чуть-чуть попозже. Ну и, наверное, надо их опробовать в деле. Возьму «Миллион милых животных». Сейчас выберу какую-нибудь иллюстрацию. Пожалуй, решила выбрать вот эту иллюстрацию. Ну, люблю я тему всяких цветочков. Поэтому пусть будет вот это. Я, правда, не знаю, буду я сейчас выкраской пользоваться или нет. Не, ну, наверное, буду, потому что вот тут даже понятно, например, отсюда какие. Ну, допустим. Я начну немножко, потом уже за кадром дораскрашиваю. И, наверное, пока надо сразу так вот складывать. Так, я еще возьму вот этот. Да. Вот этот цвет буду, наверное, здесь использовать 3 оттенка. Заводская заточка, это, конечно, нехорошо, но сейчас я уже так, как есть, попробую, потому что мне нужно еще пойти забрать свой заказ в аптеку. Поэтому, чтобы его не аннулировали, потому что он сутки действует, ну, бронируется на сутки. И я, конечно, еще очень хотела пойти погулять в парк, но что-то я не уверена, что я сейчас со своей ногой смогу это сделать. Ну и уже вроде как 4 часа. Темнеет, а с другой стороны, может быть, почему бы и не пойти погулять? Вполне можно. Сейчас посмотрим. Надо вообще посмотреть, во сколько я забронировала лекарства. Но это было вчера вечером. Время пока у меня точно есть. Да, карандаши хорошие. Мягкие, наслаиваются. Так что, если кто-то думает над покупкой, вообще советую. Потому как здесь есть цвета такие редкие. Жаль, конечно, что брутфунеры нельзя
докупать поштучно. Хотя, казалось бы, у них есть номера, и должна быть такая опция. Но я даже на Алиэкспресс не видела такого. Ну и понятно, что вот если бы можно было даже хотя бы лотки выбрать, я бы, конечно, выбрала вот этот. Тут тоже очень красиво, но меня в основном вот эти зелененькие интересуют. Я еще сейчас хочу посмотреть, какой наиболее похож на призмы карандаш. Вот зеленый. Сейчас я его достану. Потом я попозже, наверное, куплю все-таки еще себе один набор, ну, вот, других карандашей, бродфунеров. Лишним не будет. Ну, я думаю, что вот эти карандаши, они прям зимой будут у меня востребованы, особенно зимой, потому что, я не знаю, сказала я раньше или нет, потому что вот, ну, тот кадр, который, где я делаю выкраску, я буду озвучивать, там уж как выйдет. Но вот палитра, вот эта пастельная, для меня она особенно актуальна зимой. Раньше я как-то все больше использовала блестки. Нет, но это я тоже буду использовать обязательно. Но больше для меня вот такая пастельная палитра, особенно, знаете, вот, например, утро там 31 декабря, 1 января, не знаю почему, но это какая-то вот у меня ассоциируется именно с такой нежнятинкой. Ну, вот видите, уже один элемент раскрашен. Я еще пройдусь немножко светлым карандашом. Очень здорово. Ну и может быть, наверное, стоит так, еще какой-нибудь, вот, например, вот этот листочек раскрасить. Я думаю, каким лучше всего цветом. Я возьму серединку. Ну так, наугад, я еще к ним же не привыкла. Все равно будет хорошо. Значит, вот этот вот. Потом я возьму. Что-нибудь надо новенькое взять такое. Наверное, вот этот хочется попробовать. Потому что я уже всегда говорю, что сочетаются абсолютно все цвета. Главное только, ну, чувство меры. И значит, этот и вот этот. И здесь бы, наверное, я пройдусь еще, сделаю слой. Потому что тут я даже немножко нажимала, хотя в этом никакой необходимости нет. Карандаши мягкие. Так, а вот это, чтобы меня не смущало, я уберу.
Да, очень так интересно получается. Нежненько. Ну и тогда уже на камеру раскрашу еще один такой листочек. Ой, перепутала последовательность немножко. Ну, я, собственно говоря, также, когда купила 120 штук карандаши, тоже, знаете, сначала путалась, а сейчас уже даже иной раз и на выкраску не смотрю. Уже попривыкла. Но, правда, там еще и видно, какие практически не тронуты карандаши, а какие используются на регулярной основе. У меня был такой момент, когда я что-то ими не пользовалась. Но вообще Brutfuner это такая хорошая, достойная марка. Акварельных у меня нет, и я не планирую покупать, потому что мне, ну, как бы достаточно того, что у меня есть. Кохенуры 72 цвета, потом Vista Artista 12,6 цветов, ну, а по факту там 15 у меня получается цветов даже. Сонет есть, Лира Рембрандт, Лира Осилис, ну, это вот, как говорят, еще Ашан. Так что достаточно акварельных, я особо по ним не фанатею, кстати. Ну, в общем, как-то так. Ну, можно, например, взять еще нежно какой-нибудь вот голубой. Это у меня 128. И немножечко добавить вот так вот сюда. Но я думаю, что здесь можно обойтись одним цветом, где-то нажать, а где-то вообще не нажимать. И получится хорошо. Вот так. И, возможно, даже потом белую ручку добавлю. В зависимости от фона. Хотя вот здесь можно немножко потом темненького добавить. Чуть более, точнее, насыщенного. Может быть, даже сделаем это прямо сейчас. Так. Ну, раз у нас есть еще такой цветочек, то его лучше сразу, мне кажется, закрасить. Опять же, по причине, чтобы потом судорожно не пересматривать видео, не вспоминать, чем же я там раскрашивала. Я потом вблизи еще подправлю, что-то блендером подправлю. Потому что, во-первых, карандаши, как вы понимаете, новые еще для меня. Ну и в целом. И кольцевая отсвечивает. Вот этот я все-таки заточу, потому что здесь нужно прям тоненько. Ну, не совсем я тоненько заточила, так чуть-чуть. Может быть, здесь белым карандашом надо еще пройтись. Но я уже довольна. Очень здорово. Да, вот здесь вот либо белый, или все тот же небесно-голубой.
Хотя тут написано по-другому. Что-то такое. Ну, как по мне, он прям такой. Какой-то небесный цвет. Приклеила на двухсторонний скотч выкраску, но буквально вот немножко прихватила по углам. Потому что потом я все-таки оберну это в пленку. Возможно, даже сегодня. Начала подписывать. Но подписывать я начала простым карандашом. Вот. Не знаю, почему-то мне так понравилось больше. Ну и как бы, потому что ручку я взяла, она нормально пишет, а здесь почему-то отказалась писать. Ну, я подумала, карандашом надежнее. Но, в принципе, учитывая то, как они блестят, вполне вероятно, да. Кстати, давайте-ка возьмем салфетку и попробую-ка я натереть, что будет. Ну, кстати, ну-ка. Сейчас я хочу посмотреть еще раз, уже сразу на камеру. Ну-ка. Ну, так себе. Но вообще они, конечно, так поблескивают. Но я думаю, что тут можно еще использовать всякие сплендеры и тому подобное. Я сейчас отсняла видео и поняла, что забыла поискать вот сравнение с Prismacolor с одним из моих любимых оттенков. И, ну, вряд ли я буду вставлять в самый конец, то есть я где-то между фрагментами вставлю. Вот, но просто, если что, вот, предупреждаю, что вот такая вставочка будет уже. Вот такой вот у меня цвет Prismacolor. Он мне очень понравился, показался необычным. Это, по-моему, 120. Я посмотрела, наиболее похожий это вот этот вот оттенок. Мятный зеленый получается, 1274. Как-то так. Так что я сейчас пытаюсь понять, что на Prismacolor написано. То есть то ли 1120, то ли 120 номер. Я здесь вот сделала выкраску такую. Вот Prismacolor это вот этот, а Brutfuner это вот ниже. Разница, ну, видно, что она как бы есть, но такая не сильно значительная, что, конечно, порадовало. Но единственное, что Prismacolor они так не блестят, как Brutfuner. Хотя, если сравнивать рубашку карандашей, да, ну, тоже есть как бы разница, но не так, чтобы очень значительно. Ну, я в любом случае рада, потому, ну, как бы, когда у меня призма закончится, я, конечно, такой оттенок себе закажу в любом случае, потому что он мне нравится, а может быть, потом и просто полный набор возьму. Это будет чуть позже. Но в целом я рада, что плюс-минус похожий здесь есть. Ну, а так вот этот вот просто потрясающий. Я тут уже успела еще немножко пораскрашивать. Вот. Это у меня два вот этих вот цвета. Ну, если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Мой инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, приятных покупок, подарков вот, для нашего с вами хобби.
До скорой встречи. Всем пока-пока.